Привет всем моим подписчикам. Сегодня фильм «Матч Пойнт», 2005 год, автор сценария и режиссер Вуди Аллен. В главных ролях Скарлетт Йоханссон и Джонатан Рис Майерс. Бюджет 15, сборы 85,3 миллиона долларов. Сюжет. Бывший теннисист устраивается на работу в Лондоне в клубе тренером и заводит знакомство с богатеньким парнем Томом. У него сестра Хлоя и девушка-американка Нола, которая мечтает о карьере актрисы. Крис понравился Хлое, а Крису понравилась Нола. Ну еще бы! Кому бы не понравилась Нола в исполнении Скарлетт Йоханссон. Блондинка, пухлые губки, хорошая грудь и попка. В общем, девушка создана для наслаждения, а не для семейной жизни. Видимо, это очень хорошо понимала и мама Тома и всячески противилась этому браку. Крис женится на Хлое, но продолжает преследовать Нолу, которую Том бросил ради другой девушки. После того, как Нола возвратилась в Лондон, Крис возобновляет с ней отношения, и девушка забеременела, в то время как жене Криса никак не удавалось забеременеть. Крис стал перед выбором остаться с женой в комфортных для него условиях и с хорошей работой, или уйти к беременной Ноле в никуда, которая стала требовать решить эту проблему. И Крис убил Нолу, а заодно и бабку-соседку, которая часто его там видела. Вам эта история ничего не напоминает? Я смотрела фильм давно, и меня сразу же осенило. Это же американская трагедия Драйзера, рассказанная на новый лад. Когда я смотрела фильм во второй раз, а может в четвертый, я видела, что инициатором этих отношений был Крис. Нола всячески противилась этим отношениям, даже после расставания с Томом. На требование Криса дать ему телефон, она говорила: «Зачем? Ведь ты женат на Хлое». Но Крис был так напорист, что она уступила. И только когда она забеременела, она стала требовательной и все чаще заявляла о своих правах. И даже угрожала, что сама все расскажет Хлое. Это ее и погубило. В начале фильма Крис произносит: «Человек, который говорит, лучше быть везучим, чем праведным, глубоко понимает суть жизни». Люди боятся принять тот факт, что жизнь во многом зависит от везения. Страшно подумать, сколько всего не зависит от нас. Во время матча случаются такие моменты, когда мяч задевает верх сетки, и в течение доли секунды он может упасть вперед или назад. Если немного повезет, он падает вперед, и ты победил. Не повезет, ты проиграл. В финале детектив просыпается ночью с возгласом «Крис – убийца!» и утром в участке делится с коллегой, но тот огорчает его. Поймали бомжа, у которого в кармане обнаружили кольцо убитой бабки-соседки, которое Крис выбрасывает в реку. Но оно, по воле случая, ударившись о парапет, падает не в реку, а на тротуар, где его и находит несчастный бродяга. Опять Крису повезло. Повезло и с рождением ребенка в семье с Хлоей. Все радуются, и только Крис не весел. Он устремляет свой взгляд в панорамное окно. В это время он думал, наверное, о Ноле и о первом ребенке, которых он ради собственного благополучия безжалостно убил. Я не знаю почему, но мне не хотелось, чтобы Криса разоблачили, хотя он убил двух ни в чем не повинных людей. Да, он мучился как Раскольников, но кому от этого легче? Те же чувства я испытывала, когда читала американскую трагедию. Любовь и рассудок, или страсть и рассудок, наверное, вещи несовместные. Но когда один из партнеров не свободен, надо было очень ответственно подойти к этому. Задним умом все хороши, но будет ли Крис счастлив – большой вопрос. Кстати, я читала про Мейерса. Оказывается, он страдает от алкогольной зависимости и, соответственно, попадает во всякие скандальные ситуации. Меня всегда поражала в его игре болезненная нервозность. Тогда я еще не знала про алкоголизм. И все-таки быть нравственным выгодно. Будь он примерным семьянином, этого бы не случилось. В везении есть элемент лотереи 50 на 50. Может повезет, а может нет. Что касается нравственности, это уже железобетонно повезет. На сегодня все. Всем пока. Дружно подписываемся на канал.